Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 декабря, уже около полуночи, настроение такое минорное. И хочу вам сегодня рассказать по поводу последних событий, которые здесь произошли. В них есть, немножко, я скажу так, разочарование, недовольство, но есть и позитивные моменты, которых немало. И затем я хотел бы наконец-то вам рассказать достаточно подробно о военной стратегии, которая сейчас обсуждается и в экспертном сообществе Соединенных Штатов и Великобритании, а также, как я понимаю, в контактах, в дискуссиях, в планировании между представителями ВСУ, а также командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов и Объединенного Королевства. Начнем с текущих событий. Как и ожидалось, во второй половине дня Конгресс, законодатели в спешке покинули Капитолийский холм и ринулись в аэропорты, дабы отправиться по своим городам и весям. С одной стороны, это какое-то разочарование, потому что была надежда, что вот закончится буквально сегодня, а завтра в срочном порядке соберется Сенат Соединенных Штатов и проголосует, и примет так нужный нам законопроект, в который включается, помимо всего прочего, и помощь Украине. Но есть и позитивные моменты. Нужно сказать, что большую плодотворную работу провела группа переговорщиков, которая включала в себя от республиканцев сенатора Лэнфорда, от демократов Мерфи и независимая, которая была посредником между этими вышеуказанными двумя, независимая сенатор Кирстен Синема. И, в принципе, по состоянию на утро сегодняшнего дня, как сообщили двое из них, это Мерфи и Синема, то есть они уже отработали практически все основные детали. Осталось им только концептуальную часть, главную шапку, как у нас называлось, над документом, согласовать, и все было бы готово. Но потом так решили, что все равно не удастся, видимо, принять этот законопроект всем Конгрессом, потому что помимо Сената еще и Палата представителей, а в ней ситуация немножко другая, я вам расскажу попозже. Так вот, решили, что нет смысла сидеть сегодня, и задерживать весь Сенат, поэтому решили разъехаться, но позитивный момент заключается в том, что Шумер, это лидер демократического большинства в Сенате, он согласовал с сенаторами обеих партий, что на следующей неделе, то есть или через неделю, он их созовет на экстренное собрание, где они должны будут проголосовать за законопроект. То есть предполагается, что в выходные, в субботу, воскресенье и завтра, эта троица продолжит свою работу и доведет ее до конца. То есть это позитивный момент. Есть надежда, что до 24-го, до Рождества, Сенат все-таки наконец-то примет этот законопроект. По существу этого законопроекта все больше дело идет к тому, о чем я и говорил с самого начала, о том, что Белый дом, лично Байден, все больше принимают позицию республиканской партии, то есть, фактически ультиматум. И нарастает уже очевидная опасность для демократов в связи с приближающимися в 2024 году выборами. Уже засуетилось так называемое прогрессивное крыло демократической партии, но это ее левое крыло, которое, помимо всего прочего, включает в себя и представителей латинос, то есть латиноамериканских государств, а также стран Африки, и вообще других иммигрантов. По этому поводу уже было проведено своего рода пресс-конференция, не пресс-конференция, такое шоу на паперти у Капитолия, где представители, там был сенатор Менендес, уж он бы лучше молчал бы,
в связи с теми уголовными делами, которые сейчас против него ведутся по очень неприятным и некрасивым подозрениям, типа мошенничества там и так далее. Но они били себя в грудь кулаком и кричали: не поступимся принципами. И вообще нужно сказать, что недовольство, волна среди избирателя демократической партии нарастает. Если дальше так пойдет, то, значит, то есть демократы, с одной стороны, естественно, за них не будут голосовать республиканские избиратели, а тут еще своих потеряют. Ну, в общем, крах, катастрофа. Поэтому Мерфи, сенатор, и говорит, что надо нам сбалансированный законопроект разработать, и вот они его как-то там балансируют. Я поговорил с некоторыми знающими людьми, спрашивал, удастся ли демократам это сбалансировать. Ну, в общем, ответ был скептический. То есть меняется фактически, то есть наносится удар, или так, демократическая партия ставит себя под удар на приближающихся выборах, дабы был принят закон о помощи Украине. Но там у демократов есть другие надежды. Так, например, в отношении экономики есть очень большие позитивные надежды на следующий год, потому что Федеральная резервная система ФРС уже объявила о том, что она собирается трижды весьма существенно поднять процентную ставку, то есть ожидается всплеск экономики, а она, по большому счету, в хорошем состоянии находится. Ну, кроме того, в отношении Трампа один из прокуроров, который ведет его дело, одно из самых серьезных дел, это по поводу того, что он фальсифицировал фактически выборы или пытался это сделать и поднял мятеж 6 января. Так вот, значит, стратегия Трампа и его адвокатов состояла в том, чтобы всевозможными запросами, протестами затянуть, апелляциями затянуть этот процесс, или так, отложить его, оттянуть этот процесс на потом, на время после президентских выборов. Там, естественно, он уже не состоится. Поэтому, значит, прокурор Джек Смит, он подал прошение в Верховный суд, дабы Верховный суд принял соответствующее решение и запретил Трампу и его адвокатам затягивать процесс, с тем, чтобы он начался уже в начале марта. Посмотрим, удастся это или нет. Если удастся, то позиция, шансы Трампа на переизбрание могут резко ухудшиться. Ну вот, таким образом вот шла эта борьба. То есть, повторяю, пока все по плану идет так, что Сенат должен принять этот законопроект до 24 декабря. Немножко хуже, вернее, не то, что немножко хуже, а, скажем так, хуже, нейтрально скажем, хуже дела обстоят с Палатой представителей, потому что непонятно, как они обстоят. Последнее заявление по этому поводу поступило от Майка Джонсона, спикера Палаты представителей, который сразу же после своей встречи с Зеленским вышел и сказал: меня не убедили в том, что надо давать эти деньги. То есть Зеленский его не убедил, не раскрыл ему стратегию победы, или, может, он и раскрыл, но Джонсон ее не понял. Поэтому, значит, и вообще это не наше дело сейчас. Так, все немножко вздрогнули. Как так? Что ж, не будут рассматривать? Нет, он имел в виду, что правильно, демократы, то есть самый Сенат сейчас рассматривает этот вопрос. Вот когда он рассмотрит, вот тогда это и передаст обратно в Палату представителей, тогда это будет дело Палаты представителей. А пока мы отдыхаем. Поэтому они разъехались сегодня и до конца, если я не ошибаюсь, второй недели января. То есть, в принципе, в целом, вот если так вот все это пойдет, то закон может быть принят в целом. То есть Сенат, а потом Палата представителей где-то к концу января уже следующего года. Хотя там есть еще сложности, потому что в январе они должны будут принять постоянный бюджет
Там они разделили его на две части. Так вот, первая часть должна быть в январе быть принята в конце, а потом в начале февраля второй. Ну, в общем, очень напряженный график будет. Но я вам дальше скажу, что процесс идет. Давление на республиканцев нарастает, причем со всех сторон. И тут, кстати, я обратил внимание, проявляется кто есть кто по отношению к тому, кто есть друг, а кто есть, ну, недоброжелатель, скажем так, Украины. И это совсем не то, что, как это разгонялось многие месяцы в интернет-пространстве Украины, где я вот лично наблюдал формирование такого мнения, что вот леваки там есть какие-то в СМИ американских, да, вот они враги Украины, там страшные козни строят, а вот есть не леваки, какие-то там вот центристские, хотя правых я не знаю, так по большому счету, приличных средств массовой информации в США. Так вот, но чем правее, тем они, значит, лучше, республиканцы замечательные люди. Так вот, сейчас, вот, если посмотреть телевидение, то вот те, которых считали леваками, MSNBC, допустим, это самое замечательное сейчас, по-моему, телесеть для Украины. Да, и CNN неплохая. Короче говоря, вот тут CNBC недавно, ну, буквально 2 дня назад, разразилась целой программой, где они показывали вот выдержки прямо из соловьиных и скоробеевских пометов, то есть российских пропагандистских каналов, где они, как дети, олигофрены, радовались, что республиканцы, значит, отложили это дело, ну, не проголосовали в Сенате за помощь Украины, как дети, то есть вот наша победа, республиканцы, это наша смесь. То есть фактически было показано, что республиканская партия, и прежде всего ее крыло МАГА, трампистское, является агентами Кремля. И вот с экранов этих телеканалов американскому народу, избирателю, впервые говорится, что вот те избиратели, которые голосуют против Украины, вот видите, как к ним относятся кремлевские пропагандисты. То есть это агентура, хочешь ты, не хочешь, но ты агент Кремля. И оно работает, господа. Оно, я вам должен сказать, оно работает. С другой стороны, значит, еще одно мероприятие неожиданное намечается своего рода конгресс или съезд, или мини-съезд лидеров евангелистского движения, евангелистов Соединенных Штатов Америки, которые будут рассматривать вопрос о росте экстремизма политического, в том числе, и главное, среди людей, которые причисляют себя к евангелистам. А к евангелистам причисляет себя и Майк Джонсон, да, который является баптистом. Ну и вот этот конгресс, он должен, по идее, вразумить этих людей, что экстремизм, а экстремизму причисляется вот это самое МАГА и трампизм, по большому счету. Это главное проявление сейчас экстремизма в США. Так вот, ему-то, наверное, до него-то дойдет позиция лидеров вот этого евангелистского движения или комьюнити в Соединенных Штатах Америки. Это будет очень-очень кстати, поскольку он всегда говорил, что когда он думает о каком-то вопросе, как его решить, любая ситуация, он открывает Библию, он идет к Богу, вот читая страницы. Вот хорошо бы, чтобы он вспомнил это все, потому что, откровенно говоря, когда он последний раз высказывался в отношении своей позиции по Украине, там я увидел явное лукавство по сравнению с предыдущими заявлениями. То есть, ну окей, хорошо, там ты не понял стратегию, окей. Но потом, значит, он выдвинул традиционное пожелание республиканцев, укрепление границы. Ну, а потом еще пошло, а потом еще пошло. То есть получается такая как-то так накрутка на месте, не отходя от кассы. Короче говоря, день закончился тем, что вот сенатор Крис Ван Холлен, сенатор из соседнего штата Мэриленд, сообщил, что переговоры вот этих основных 3 сенаторов, переговорщиков, будут продолжены
выходные, чтобы завершить законопроект, текст. Митч МакКоннелл сказал: мы все же надеемся на результат. И представитель вот этих переговорщиков Кирстен Синема заявила: мы добиваемся прогресса, и я чувствую себя сегодня более уверенно, чем вчера. И это позитивный момент, господа. Вообще, я думаю, что в конце концов все должно, в общем, разум должен восторжествовать, хотя я вам скажу, что вот эта черная волна, мрачная такая, которая идет от Трампа, она дает о себе знать. Но прежде всего она влияет на Палату представителей и прежде всего на эту самую Магу, которая становится все более крикливой, визгливой и непримиримой. То есть вот если взять их самых таких стопроцентных, самых ортодоксальных трампистов, то их позиция для меня ясна. Они, да, говорят, что не, мы не против, мы за Украину, все хорошо, это плохо, что Раша напала. Вот. Но с другой стороны, они начинают вот выдумывать то, это, давайте вот наша безопасность, прежде всего ее решим и так далее. То есть они просто выдумывают всевозможные поводы для того, чтобы нельзя было их обвинить в том, что они зверско, то есть поступили антигуманно и античеловечно, не предоставив помощь народу, на который летят ракеты и падают бомбы. А это серьезно, потому что, я помню, было вот такое высказывание, я не помню, какая телекомпания, но там вот прозвучала такая фраза, что они типа, имелось в виду трамписты, они доиграются. Вот они не дадут помощи Украине, и потом все телеканалы будут показывать, как на города Украины падают российские ракеты и бомбы на мирное население, как творятся эти там ужасы, как разваливаются дома. Ну, такой кошмар, в общем, там обрисовали, как будто в центре, как будто в секторе Газа сейчас. И на них будут показывать пальцами, говорят, вот кто довел до этого. И республиканцы, у которых еще, но не полностью, так сказать, заплесневели мозги под влиянием Трампа, они это все больше чувствуют. И вот проявление нарастания этого здравого смысла я один из ярких таких примеров я нашел в одном из материалов, который был опубликован давеча в газете Wall Street Journal. Это важно, что Wall Street Journal. Почему? Потому что Wall Street Journal это никак ее не назовешь демократической, газетой демократической партии или продемократической, или тем более левацкой. Эта газета входит в конгломерат вместе с Fox, каналом Fox. Там еще много всего. По-моему, Сан туда же входит, который контролируется семейством Руперта Мердока. Руперт Мердок первые где-то, года два президентства Трампа был его лепшим другом. Потом они разошлись, потому что Трампа уже понесло, и даже сторонники республиканской партии начали от него отворачиваться. Fox канал отвернулся и Wall Street Journal, но, безусловно, эта газета ближе к республиканцам. Однозначно ближе к республиканцам и ближе к, если можно сказать, неоконсерваторам или рейганистам. Так вот, газета опубликовала колонку «Мнение». Мнение и не какого-нибудь там Васи Пупкина, а мнение редакции газеты. И это серьезно по этому поводу. Потому что она представила, то есть, безусловно, представляет интересы республиканской партии. Не партии, а вот сказать, не то, что там руководство какого-то там органа республиканской партии, а идеи, скажем так, политическую платформу республиканской партии по конкретным вопросам, в данном случае по Украине. И в целом смысл или тон этого мнения редакции, на мой взгляд, сводилось к лозунгу: ребята, давайте жить дружно. То есть это обращение к демократам и республиканцам. А именно, для начала газета
вернее, редакция раздала обеим сестрам по серьгам, то есть обвинила и республиканцев, и Байдена в той ситуации, которая сейчас сложилась. Но поскольку они на стороне республиканцев, то Байдену досталось больше. Его обвинили в том, что он затянул это дело с этим законопроектом. То есть он должен был, ну, в принципе, да, он мог так учуять, имея в виду его огромный политический опыт, он мог бы учуять угрозу, что эта волна нарастает. Но я тут же скажу, в качестве адвоката дьявола, что, ну, наверное, он и чуял-то, но надеялись, что как-то так прокатит. Но тут опыт подвел, не прокатило. Дальше, значит, газета говорит, что если... То есть Байден правильно сказал, что Америка, да и вместе с ней весь мир, находится на переломном моменте, который определит будущее Европы, а может быть и всего мира. Ну вот видите, главнокомандующий, то есть Байден, а он не спешил. Он лишь только в последнее время, Белый дом, ну только неделю назад вступил в переговоры. Ну, надо сказать, по правде говоря, что Белый дом и не обязан был вступать в переговоры. То есть переговоры должны вестись на уровне партии, в Сенате, в Палате представителей. Но, ставит вопрос газета, если ему это так надо, то Белый дом должен был начать непосредственно участвовать в этих переговорах пораньше. Да, нужно было. Но, опять-таки, надеялись, что прокатит. Разные трюки проводили, в том числе приглашение Зеленского. Не прокатило. Вот в газете туда говорится, что надо было пораньше начинать решать этот пограничный вопрос, потому что понятно, что это глыба, которая не решается 20 лет, и не надо было это кому-то там аутсорсинг делать, лидерам или переговорщикам, сенаторам, или лидерам в Сенате, демократов и республиканцев. И не надо даже было Зеленского, потому что оказалось, что Зеленский сейчас все. Если раньше Зеленского можно было использовать в качестве, так сказать, весомого фактора оказания влияния, то теперь эта карта уже не играет. Ну, кстати, я вам говорил в предыдущем видео, что выездная модель закончилась. С другой стороны, значит, Байден напрасно это сделал, как пишет газета, потому что если он надеялся или шантажировал, а я вам только что сказал, что сейчас вот и по телевидению фактически шантажируют республиканцев, что если вы это не сделаете, то потом вас обвинят, что вы звери, господа, скажут вам. И ваши же избиратели, когда по телевизору видят эти ужасные кадры, не дай бог это произойдет в Украине, но их это уже пугают. Вот, газета пишет, ну, Байден не сможет так просто свалить неудачу, если, значит, закон о помощи Украине пролетит. Потому что республиканцы ставят, в общем-то, правомерный вопрос о безопасности границы. О том, что это нужно решать, это вопрос тоже национальной безопасности. Поэтому надо было его решать. Надо было пораньше, тщательнее, как говорил Жванецкий, и быстрее. Дальше речь идет о том, что республиканцы тоже должны быть заинтересованы в принятии закона о помощи Украине. И они должны, не то, что там должны, так пишется, республиканцы тоже заинтересованы в том, чтобы согласиться на компромисс. Почему? Потому что и Украина, и южная граница – это интересы безопасности США. А у республиканцев мало чем можно похвастаться. Республиканцам мало чем можно похвастаться перед избирателями, когда им придется бороться за переизбрание. И то есть с тех пор, как они их избрали 2 года назад, они ничего фактически не сделали, по большому счету. Сплошное разочарование, вы знаете, я вам рассказывал обо всем этом. Одна только эпопея выборов спикера чего стоит. Поэтому им что-то надо.
Надо что-то показать избирателю, и вот этот компромисс, он был бы шикарный. То есть можно было бы хвастаться, смотрите, мы отжали у демократов, закон 20 лет не решался по границе, а мы пошли на компромисс. А компромисс ценится в Соединенных Штатах, в конце концов. Политик, который не способен на компромисс и не является мастером компромисса, он не имеет будущего. То есть это все пошло бы в копилку и республиканской партии. Во всяком случае, большинства. То есть газета пишет, что там есть reasonable, то есть люди в своем уме, а не только безумные последователи Трампа. Ну и, наконец, оптимистический вариант заключается в том, что даже если сделка не будет заключена на этой неделе, пишет газета, а эта статья вышла вчера, Конгресс сможет быстро принять закон в январе, прежде чем Украина начнет остро нуждаться в оружии. Но чем медленнее будут поставки оружия, тем дольше продлятся боевые действия, и тем меньше вероятность того, что Украина сможет захватить инициативу на поле боя. Справедливо, пишет газета. Захваченная или так брошенная на произвол врагу Украина стала бы для президента Байдена даже хуже. То есть сначала пишут, что вторым Афганистаном, а потом пишут, что даже хуже, чем Афганистан. Почему? Потому что победа Путина ободрит всех автократов в мире, прежде всего Си, и это все будет гораздо хуже, чем эвакуация американцев из Кабула. Республиканцы, пишет газета, не хотят стать соответчиками в этом деле, а они станут ими, если бросят Украину после того, как ее народ в течение 2 лет жертвовал столькими жизнями. Блестящие слова редакции Wall Street Journal. Ну и дальше. Сделка по вопросу об Украине и границе была бы хороша для Соединенных Штатов и в целом, помимо всего прочего, стратегических соображений, там далеких и так далее, потому что она стала бы тонизирующим средством для поляризированной американской политики. Фактически речь идет о расколотом обществе, а это самая большая сейчас, по большому счету, национальная угроза для Соединенных Штатов Америки. Это расколы общества, которое началось серьезно расколотым быть во времена президента Трампа, а сейчас, чего я опасаюсь и многие другие люди в Америке, следующие 4 года страна может не выдержать. То есть он как худший вариант, не то, что он пока еще не стал диктатором, но автократом, который пытается управлять государством путем раскола его, натравливая одних на других, кнут, пряник, морковка, кому там, другому кнутом и так далее. Вот такая вот ситуация. И в конце, отмечается, что Украина или Киев – это не единственная мировая столица, которая следит за тем, смогут ли американский президент и законодатели добиться чего-то, что, внимание, отвечает интересам страны. Вот вам и обращение, так сказать, к обеим партиям. Ребята, давайте жить дружно. То есть на Майка Джонсона влияет в том числе и через, кстати, должен сказать, помимо вот этих лидеров-евангелистов Америки, идея о том, что на Джонсона, на спикера нужно влиять через религию, то есть через его собратьев-баптистов, пришло в голову еще одному сенатору-республиканцу, который так и сказал, надо на него влиять через баптистов. Я, кстати, об этом говорил, по-моему, да? Потому что в Соединенных Штатах есть баптистские церкви, украинские, но нельзя их назвать, что они украинские, потому что там есть все, там и американцы есть, и другие, но костяк, основатели, это вот именно украинцы. И я думаю, это было бы правильно, если бы каким-то образом они
попытались через Бога призвать Майка Джонсона к объективности и человеколюбию. Ну, а пока, значит, вопрос, вот так картина вырисовывается, что где-то, ну, к второй половине января нужно дотянуть с оружием, потому что американское оружие к этому времени может подойти. Ну, я думаю, что американцы, конечно, растянут вот те миллионы, сотни миллионов, которые у них остались, но, тем не менее, нужно решать. Его решают. Я поговорил с двумя людьми, которые занимаются этим делом. Вот что они рассказали. Оружие идет. Оно идет иногда замысловатыми путями из стран, которые не хотят входить в контакт с Российской Федерацией. И так вот, вот как Россия придумала разные схемы для того, чтобы обойти санкции, так вот эти поставщики оружия поставляют свои товары в Украину через различные замысловатые пути. И говорят, что все нормально вроде. То есть избытка нет, но и так, чтобы ситуация стала критической, тоже этого не наблюдается. Наоборот, в некоторых областях есть даже заметный прогресс. Например, совсем недавно была проблема для производства снарядов. Смеси, пороховые смеси. Не хватало различных там каких-то компонентов. Не помню точно каких. Не специалист в этом деле. Вопрос решен. Вопрос с этими компонентами решен. И удалось произвести уникальные пороховые смеси, которые позволят ракетам, которые имеются в распоряжении Украины, летать, ну, я вам скажу так, более чем в 2 раза дальше, чем вожделенные «Атакамс». И это прорыв. Это прорыв еще в том смысле, что ракеты украинские, и союзники никак не могут повлиять на украинское руководство, на руководство ВСУ, с тем, чтобы они не применяли эти ракеты против объектов в глубине российской территории. Здесь, значит, имеется замечательный прогресс. Улучшается ситуация в производстве стволов. Большая проблема для ВСУ. Стволы – это 150-миллиметровые гаубицы. Происходит быстрое улучшение в этом плане, а также в плане производства 155-миллиметровых снарядов. Во всяком случае, те снаряды, которые поступают в Украину, по качеству своему они десятки раз превышают качество того хлама, которое поступало или поступило в распоряжение орков от их нового партнера Северной Кореи. Как оплачивается это все? Откуда деньги? Да? Где деньги, Зин? Оплачивают это все европейские страны, у которых есть деньги. Причем изобрели новую форму оплаты, типа как векселя. Значит, оружие сегодня, деньги завтра. Ну, вот так примерно. Или там потом разберемся. Они оплачивают это все. Поставляйте оружие. Или наоборот, поставляйте оружие, потом оплатим. Скопилось на складах немалое количество уже произведенного оружия. Его дают. Ну, то есть это практически ленд-лиз уже начал работать, так сказать, на основе энтузиазма, народного или так международного энтузиазма. Но в конечном итоге все это оплачивают и дальше будут оплачивать пока европейские страны, которые долго их давили на них. Трамп из них выжимал эти 2%, но наконец-то жизнь заставила. То есть они, конечно, панически боятся, что Украина останется без оружия, но это будет иметь для них катастрофические последствия. Ну и вот, допустим, это из официальных уже новостей. Политика сообщила, что немецким оборонным компаниям было дано сегодня 24 часа
на то, чтобы составить списки вооружений, которые могут быть отправлены в Украину уже в следующем году. Значит, эти списки были сделаны на основании запросов, которые поступили из правительства в компании ВПК. То есть правительство спустило запрос, и теперь и дало компаниям этим 24 часа. Торопятся, видите, торопятся. Еще совсем недавно немцы со своей процедурой неделями, если месяцами тянули, а теперь 24 часа. Совсем другой разговор. Ну и вы знаете, что Украина заявила о том, что недавно уже она получила от немцев новую систему Patriot. Но одновременно идет еще параллельно еще один процесс. Идет поиск счетов по всему миру, и прежде всего шарят по Ближнему Востоку, по банкам, финансовым учреждениям Ближнего Востока, ищет счета, как мне сказали, мудрено так, связанные с украинским политикумом. Ну, то есть коррумпированными украинскими чиновниками. Дело идет полным ходом. Следующее, значит, чем это вызвано? Ну, вызвано массово обстоятельств. Ну, как пример мне вот следующий, конечно, возмущения не было предела у американцев и у европейцев, у натовцев, когда они узнали новость, что ракеты «Джевелин», которых поставляют в Украину в полном комплекте, доходят на поле боя, на фронт уже без компьютеров. То есть компьютер исчезает в процессе передвижения «Джевелина» от украино-польской границы, куда его доставляют американцы, главным образом ЦРУ. И дальше вот она движется, и компьютер исчезает. Возмущения не было предела, поэтому и это было одно, последняя, наверное, капля, которая переполнила чашу терпения. В связи с этим очень активно обсуждается вопрос, чтобы Министерство обороны Украины вообще исключить из цепочки поставки оружия. То есть вот западные поставщики и вооруженные силы Украины. Министерство обороны себя полностью скомпрометировало. Потому что вот то, что касается Джевелина, но это уже саботаж. Это диверсия. Это диверсия против страны, против ее вооруженных сил. И они же не передаются по частным каналам. Они передаются в руки государственных служащих. Насколько я понимаю, это Министерство обороны на приемке этого сидит. Ну вот таким образом обстоят дела сейчас. То есть мне говорят, что успешно дотянут с поставками необходимых оружий и боекомплектов. То есть не должна сложиться такая ситуация, что когда-то наступит момент, когда раз и ВСУ оказалось без снарядов. Ну и зря, если эти Скоробеевы на соловьином помете, там, а теперь и Бледная Моль, сегодня, говорят, очень радовалась, изображая себя великого полководца-завоевателя мира, если они рассчитывают, что сейчас Украина упадет, как переспелое яблоко к их ногам, так не получится. Но еще интересная новость. Опять, вдруг откуда ни возьмись, команда, летящая на самолете президента Зеленского, выразила желание посетить Висбаден. То есть это было не запланировано. Я не знаю, то ли с самолета они позвонили, выпив Кока-Колы, или просто или покурили немножко. Короче говоря, вылетая из Норвегии, захотели посетить Висбаден. Висбаден – замечательная база. Я ее знаю еще с начала 70-х. Я прослушивал. В Висбадене, помимо всего прочего, находился штаб ВВС, военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Европе. И я прослушивал радио
телефон, коммутатор командующего ВВС США в этом самом Висбадене. Позывной у него был Inform One. Ну вот, значит, а сейчас там находится вот эта группа оказания содействия Украине. То есть это вот самый главный центр, через которого все идет. В принципе, и поставки через них, хотя поставки осуществляет ЦРУ, но все это проходит под контролем этой группы. И планирование операций, контакты на высшем уровне между ВСУ, руководством ВСУ и американскими, британскими военнослужащими. То есть это вот сердце, откуда координируется вся помощь Украине. Ну и Владимир Зеленский решил туда зайти, посмотреть, как там дела идут, и побеседовать с присутствующими. Для этого нужно было не просто так туда зайти, секретный объект, но и, как я вам рассказывал, Соединенные Штаты и вообще Европа – это страны протокола, порядка, закона. Для того, чтобы туда зайти, нужен клиренс, нужен допуск. Но ради такого случая сделали президенту Зеленскому, пока он летел, этот допуск, и он попал на авиабазу, где он встретился, значит, с генералом Крисом Ковалей, а также с генералом Агута, Антонио Агута, это тот самый генерал, которого сейчас послали, и он должен большую часть времени проводить в Киеве для прямого контакта с руководством ВСУ, дабы избежать ненужного давления, которое мешает работе руководству ВСУ со стороны там различных политических структур Киева. Ну и по этому поводу, значит, европейское командование США заявило, что в ходе встречи были обсуждены усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины. Это подразумевает, на мой взгляд, насколько я знаю политическую терминологию американцев, это свидетельство о том, что они должны быть удовлетворены. Итак, неотложные потребности Украины на поле боя и продолжающаяся подготовка украинских войск, которая происходит в Германии и в других местах Европы и Соединенных Штатов Америки. По этому поводу, говорят, Владимир Зеленский был очень воодушевлен, рад встрече и, в частности, заявил: «Я еще раз убедился в отличном качестве американской военной помощи Украине. Она нам крайне необходима для победы». Конец цитаты. Вот на этом, думаю, дорогие друзья, стоит закончить первую часть этого видео и отнести новую стратегию ко второй части. Итак, до скорой встречи.